Привет! Начинаем вязать куклу Розали. Как она выглядит и что понадобится для ее вязания, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Ссылку найдете в описании под этим видео. Итак, я начну вязать ножки. Для этого понадобится пряжа телесного цвета. У меня это джинс от Wilna Heb. Крючок 2,5 мм. Ножницы, иглы и нить контрастного цвета для отмечания начала ряда, такая, чтобы не линяла. И в первом ряду я делаю 5 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5. Отмечаю начало следующего ряда. Кладу контрастную нить на рабочую. И второй ряд вяжу во вторую петлю от крючка. Делаю одну прибавку, то есть в одну петлю провязываю 2 столбика без накида. В следующие петли вяжу 2 столбика без накида, 1 столбик, второй, в последнюю петлю вяжу 4 столбика без накида в одну петлю, 1, 2, 3, 4 и продолжаю вязание по другой стороне цепочки воздушных петель. Вяжу 2 столбика без накида, и дальше вяжу одну прибавку в первую петлю, туда, куда мы уже вязали прибавку в начале ряда. Третий ряд я буду вязать в ту петлю, откуда идет эта желтая ниточка. Я опять нить закидываю на рабочую нить и таким образом отмечаю начало каждого следующего ряда. И вяжу 1 прибавка, то есть 2 столбика без накида я провязываю в одну петлю. Дальше вяжу 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Затем вяжу 2 прибавки в одну петлю, провязываю 2 столбика без накида. И во вторую петлю провязываю 2 столбика без накида. Дальше 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и в последнюю петлю вяжу одну прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. В четвертом ряду я вяжу одну прибавку,
6 столбиков без накида, две прибавки, шесть столбиков без накида, и одна прибавка. В пятом ряду я вяжу одну прибавку, восемь столбиков без накида, дальше две прибавки, одна прибавка, вторая, восемь столбиков без накида, и одна прибавка. Дальше я вставляю хвостик в иглу, закрепляю нить узлами, закрываю это отверстие. И продолжаю вязание. С 6 по 12 ряд я буду вязать по 24 столбика без накида. То есть в каждом ряду я вяжу по одному столбику без накида в каждую петлю. Я уже провязала 12 ряд, и в 13 ряду я вяжу тоже 24 столбика без накида. Провязала, и теперь еще провязываю 2 дополнительных столбика без накида, заходя на следующий ряд. Это называются петли смещения. Их вяжут для того, чтобы вернуть первую петлю в нужное место. У меня при вязании первая петля все время смещалась вправо, поэтому я добавила 2 столбика, чтобы моя первая петля сместилась влево. Подробнее о петлях смещения можете посмотреть в моем видео. Ссылку смотрите в описании под видео. У меня получился вот такой носочек. И дальше я буду вывязывать пяточку.
Для этого я буду вязать поворотными рядами. С 14 по 17 ряд я делаю так. Поворот, 1 воздушная петля и 12 столбиков без накида. Столбики начинаю вязать во вторую петлю от крючка. Крючок ввожу за обе полупетли, как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я связала 14 ряд, и следующие ряды я вяжу также. Делаю поворот, 1 воздушную петлю и во вторую петлю от крючка начинаю вязать 12 столбиков без накида. И так вяжу до 18 ряда. Сейчас я буду вязать самое сложное место в кукле. Надеюсь, вы не испугаетесь. Просто повторяйте за мной, и у вас все получится. Я уже провязала 14, 15, 16, 17 ряд. И в 18 ряду я делаю поворот, 1 воздушную петлю, во вторую петлю от крючка начинаю вязать 4 соединительных столбика, не столбики без накида, а соединительные столбики. 1, 2, 3, 4. А дальше вяжу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 1 соединительный столбик. Дальше эти петли оставляю свободными и вяжу 19 ряд. Делаю поворот, 1 воздушная петля, 5 столбиков без накида, начинаю вязать со второй петли от крючка, 1, 2, 3, 4. Здесь начинаются уже то место, где я вязала соединительные столбики, и я ввожу крючок на ряд ниже, там, где у меня были столбики без накида. Вот 4 столбик без накида я связала сюда, а 5 столбик без накида я вяжу на ряд ниже, следующую петлю, вот сюда. Делаю соединительный столбик, затем вяжу 20 ряд, делаю поворот, 1 воздушную петлю, 6 столбиков без накида, 1, 2,
3, 4, 5, 6. И в следующую петлю делаю соединительный столбик. Дальше поворот, 1 воздушная петля, 7 столбиков без накида, и делаю соединительный столбик в следующую свободную петлю. Двадцать второй ряд. Поворот, 1 воздушная петля, 8 столбиков без накида, и делаю соединительный столбик в следующую свободную петлю. Следующий 23 ряд. Поворот, 1 воздушная петля, 9 столбиков без накида, дальше соединительный столбик в следующую петлю, двадцать четвертый ряд. Поворот, 1 воздушная петля, 10 столбиков без накида, соединительный столбик в последнюю вот эту петлю и 25 ряд. Поворот, 1 воздушная петля, 12 столбиков без накида. И 11. Двенадцать. И у нас получилась пяточка. Дальше я буду вязать по кругу.
Отмечаю начало следующего ряда. И в 26 ряду вяжу так. 4 столбика без накида с этого края полотна. 1, 2, 3, 4. Дальше 12 столбиков без накида здесь. Затем вяжу 4 столбика без накида с этого края полотна. 1, 2, 3, 4. И вяжу 12 столбиков без накида в оставшиеся 12 петель. Следующие 4 ряда я буду вязать с убавками. В каждом ряду я буду делать по одной убавке с одной и с другой стороны. Итак, в 27 ряду я вяжу 2 столбика без накида. Делаю убавку таким способом, чтобы ее не было заметно на полотне. То есть захватываю сначала первую переднюю полупетлю, затем сразу же вторую переднюю полупетлю, и провязываю их вместе. Дальше вяжу 12 столбиков без накида. Провязала. Затем делаю убавку. Опять захватываю первую переднюю полупетлю, вторую. Провязываю их столбиком без накида
И вяжу еще 14 столбиков без накида. Это у меня получится до конца ряда. Я уже провязала, и в 28 ряду вяжу 1 столбик без накида, делаю одну убавку, то есть провязываю 2 петли вместе, затем вяжу 12 столбиков без накида, провязала, дальше делаю убавку, и вяжу еще 13 столбиков без накида до конца ряда. Провязала, в 29 ряду я вяжу одну убавку, двенадцать столбиков без накида, провязала, делаю еще одну убавку, и вяжу 12 столбиков без накида до конца ряда. Я уже провязала, и дальше 30 ряд. Одна убавка, десять столбиков без накида, провязала, дальше одна убавка, и 12 столбиков без накида до конца ряда. Я уже провязала, и дальше буду продолжать вязание. С 31 по 58 ряд я буду вязать по 24 столбика без накида в каждом ряду. То есть по 58 ряд я в каждую петлю провязываю по одному столбику без накида. Я уже провязала, и в 59 ряду я вяжу 24 столбика без накида. Я провязала и вяжу еще 4 дополнительных столбика без накида. Это петли смещения, и я их сделала для того, чтобы связать следующий ряд. А в следующем ряду я буду связывать две стороны вместе. И у меня должен получиться край параллельный носку. То есть, когда ножка смотрит на меня носочком, я беру полотно, складываю его пополам. И вот эта первая петля должна получиться у меня на сгибе с правой стороны. Если до этого места вам понадобится связать не 4 петли, а меньше или больше, то вяжите столько, сколько вам нужно. Потому что плотность вязания у каждого разная, поэтому и петли смещаются по-разному. Дальше я наполняю ножку синтепоном
Плотно утрамбовываю его. Главное наполнить так, чтобы обе ножки получились одинаковыми. Я уже наполнила. И теперь буду вязать 12 столбиков без накида, провязывая по 2 петли вместе, захватывая одну петлю спереди и вторую сзади. Итак, ввожу крючок в следующую свободную петлю и сразу же в предыдущую. Вот так. И провязываю столбик без накида. Дальше ввожу крючок в следующую петлю и петлю напротив. И провязываю второй столбик без накида. И так дальше вяжу еще 10 столбиков без накида, провязывая 2 петли вместе. Все, теперь нить обрезаю, вытягиваю и потом закреплю этот хвостик, когда буду вязать тело куклы. Одна ножка готова, и нужно связать еще одну такую же ножку. На этом пока все. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх, пишите комментарии. В следующем видео я буду вязать ручки куклы, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!